Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 19 марта, воскресенье, и наступающая неделя станет ареной очень важных событий, на которых мы сегодня с вами и остановимся. Сегодня, наконец-то, впервые орган Коммунистической партии Китая People's Daily опубликовала статью о начинающемся в понедельник трехдневном визите Си Цзиньпина в Москву. До этого эта новость как бы держалась в секрете, во всяком случае о ней ничего не говорилось, ну вот впервые. Что же говорит газета в этой связи? Главная тема – двусторонние отношения крепки как никогда, но это, в общем-то, обычное китайское бла-бла-бла по этому поводу. Дружба не знает границ, мир турбулентен, нестабилен, и поэтому двусторонние отношения двух стран вносят в это дело стабильность и, так сказать, спокойствие для всего мира. Главная цель дальнейшего развития отношений – это стратегическое партнерство, это долгосрочный стратегический выбор двух государств в этом бушующем океане страстей, который сейчас имеет место по всему миру. Но имеется в виду прежде всего война, которую Путин, дружбан Си Цзиньпина, развязал в Украине. Предполагается переговоры по развитию этого стратегического партнерства, подписание всевозможных документов. Из всего набора, о чем говорит газета, нет ни слова о военном сотрудничестве. Аналитики, в том числе китайские, предполагают, что главная цель Си Цзиньпина – это позиционировать Китай в качестве миротворца. И поэтому китайские аналитики, а также, в общем-то, признанные в Китае российские синологи, то есть люди, которые не подвержены кремлевской пропаганде, а действительно занимаются наукой, они ожидают, что переговоры будут непростыми, потому что Путину нужно прежде всего военное сотрудничество. А Си Цзиньпин, как мы с вами обсуждали, видимо, мы с вами все-таки попали или в десятку, или близко к этому. Си Цзиньпин будет себя позиционировать как человек, представитель страны, который стоит над этой суетой, над этим так называемым конфликтом в Украине, этакий глобальный голубь мира. Причем китайская печать подчеркивает, что это произошло вскоре после того, как Китаю удалось добиться прорыва на дипломатическом фронте, прекратив семилетнюю вражду между Саудовской Аравией и Ираном. Ну и отмечается, что в отношении войны в Украине задача гораздо более сложная, но тем не менее Си Цзиньпин попытается что-то сделать в этом плане. В этой связи People's Daily отмечает, что министр иностранных дел Китая имел редкий телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Кулебой, в котором главная мысль была, что надо оставлять двери для переговоров с Россией, и нельзя эти двери захлопывать. Но в то же время те же самые китайские аналитики предупреждают, что речь идет в качестве первого шага на пути этого китайского, даже не плана, а пожелания, что ли, из 12 пунктов. Это прекращение огня в условиях, когда российские войска будут по-прежнему находиться на украинской территории. И поэтому, в общем-то, подчеркивается, что западные страны со скепсисом отнеслись к этому предложению, но, тем не менее, китайцы будут пытаться проталкивать его дальше. И вот здесь возникает повторяю, даже российские синологи или китаеведы, они подозревают, что переговоры для Путина будут не такими простыми, потому что за всеми этими разговорами о китайских ценностях, китайском видении глобального мира Путину отчаянно нужна военная помощь, причем в массовом
порядке. И самое главное, что ему нужны боезапасы, боезаряды. Потому что, как недавно отмечала западная печать, у России критическая нехватка боеприпасов в связи с тем, не только потому, что там ВПК не работает, а потому что порохов, как они пишут, говорят, пороха не хватает, взрывчатых веществ. И, видимо, внутри страны достать их в нужном количестве не представляется возможным. Поэтому отчаянно нужна помощь Китая. Вот за этим надо, собственно говоря, нам и придется наблюдать. Ну, из того, что пишут китайские аналитики, и то, что говорят российские, не измазанные кремлевской пропагандой синологи, можно предположить, что Китай вряд ли пойдет, то есть вряд ли разменяет этот свой глобальный, так сказать, план, которым Китай позиционирует себя чуть ли не лидером всего мира. Вряд ли Китай пойдет на открытую помощь России в этом плане. Но, тем не менее, значит, речь идет о том, что Китай попытается повлиять на войну в Украине, применяя при этом, и тут названо что, он должен оставаться нейтральным, разговаривать с обеими сторонами и правильно использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты. А инструменты – это дипломатия, политическое влияние, экономическое влияние. Ни слова о военной помощи и поставках летального оружия. Но здесь надо отметить, что буквально сегодня появились сообщения, это, по-моему, Financial Times было, о том, что где-то похожую проблему в отношении пороха, недостачи взрывчатых веществ испытывает и Запад, прежде всего Евросоюз, в попытках увеличить производство снарядов для Украины. Ну, здесь что можно сказать? На стороне украинцев союз более 50 государств. И им, безусловно, легче будет справиться с этой проблемой, чем России в условиях практически полной изоляции. Особенно после того, как Международный криминальный суд, уголовный суд, выдал ордер на арест Путина. Уже, я вам говорил об этом, что в рамках Рамштайна, контактной группы по Украине, было принято решение о том, что страны Евросоюза выделят практически немедленно до 90% всего своего боезапаса Украине. Все это будет передано как можно быстрее. Речь идет о том, чтобы решить долгосрочное производство в этом плане. Здесь две проблемы главные. Это, недостаток взрывчатых веществ. К необходимости производства артиллерийских снарядов в таком количестве еще год назад никто не подозревал в Европе, никто к этому не готовился. Поэтому сейчас судорожно разыскивают по всему миру эти взрывчатые вещества. А тем временем, второй проблемой является бюрократия. Бюрократия ЕС. И чтобы обойти эту проблему, между Соединенными Штатами и Германией достигнуто, пока предварительное соглашение о том, что германские предприятия и, возможно, другие европейские предприятия, занимающиеся производством боеприпасов, будут передислоцированы на территорию Соединенных Штатов Америки. То есть именно в США будет производиться большая часть тех боеприпасов, которые будут предназначены для Украины. Еще одно важное сообщение, событие, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Это продолжающийся ответ, или вернее не продолжающийся, а начало только того, что я считаю будет долгосрочным, долгоиграющим ответом США и НАТО на инцидент с американским дроном, который был облит бензином, поврежден самолет Су-27, и который упал в воды Черного моря. Так вот, позавчера, 17 марта,
дрон Соединенных Штатов, самый крупный дрон США под названием RQ-4 Global Hawk, приступил к выполнению миссии в воздушном пространстве на Черном море. Практически он летает по тому же самому маршруту, что до этого летал и Риппер, сбитый Риппер. И даже более того, он залетел еще дальше в сторону воздушного пространства, близкого к Российской Федерации. Итак, значит, что он сделал? Вылетел самолет из Италии, затем он прошел Греция, Балканы, подошел к границам Молдовы, затем свернул в воздушное пространство над Черным морем. И, значит, должен я вам сказать, что есть такое понятие в воздушном праве, как регионы полетной информации. То есть все воздушное пространство мира разделено на 9, если я не ошибаюсь, 9 крупных региональных зон. И там каждая, значит, страна отвечает за определенную зону. То есть это не воздушное пространство национальное, которое находится над национальными территориями или территориальными водами. Оно несколько шире, оно выходит за пределы государства. Но, тем не менее, оно контролируется конкретными государствами. Так вот эти региональные зоны дальше разделены на регионы полетной информации, так называемые RPI. Так вот, этот самолет, а самолет – это Global Hawk, о котором я расскажу немножко дальше, он залетел вот это RPI, региональное воздушное пространство, вернее, регион полетной информации Симферополя, который регулируется из Российской Федерации, то есть Россией и Симферополя. Хотя тут подчеркивается, что Крым по международному праву считается украинской территорией, безусловно, но с момента оккупации в 2014 году вот этот РПИ управлялся из России, из Симферополя. И вот этот американский беспилотник туда залетел, достаточно долго он там побывал, он подошел ближе, чем когда-либо подходили американские дроны к Сочи, уже не просто там какому-нибудь РПИ, а действительно реально к Сочи, к Новороссийску, затем развернулся и улетел обратно. Что такое этот Black Hawk? Он, конечно, не идет, то есть Global Hawk, он не идет ни в какое сравнение с Риппером. Его длина примерно 15 метров, размах крыльев около 14 метров, он не пропеллерный, у него реактивные двигатели. Он может находиться в воздушном, то есть в полет его может длиться более 32 часов без всякой дозаправки. Потолок, до которого он может подниматься, до 18 километров. Ну и, наконец, у него реактивные двигатели. То есть скорость его, по-моему, около 600 километров в час. То есть значительно. Это махина по сравнению с Риппером. Просто махина, которого сбить, даже если его никто не будет защищать, не так-то просто. Ну, и, конечно, количество датчиков зашкаливает. Я начал их читать, и потом махнул рукой и бросил, потому что я не технарь, не специалист в этой области, но сам вид этого самолета, то есть он угрожающий. Там, по-моему, напиханы все возможные датчики, которые только есть. Кстати, в этом районе подобный дрон используется, но я не встречал, чтобы он часто там использовался или вообще использовался. До этого эти дроны в основном использовались против Китая, их поднимали из Сингапура, и вот они летали в районе там китайских морей и вдоль границы с Китаем. Теперь он переброшен вот сюда. То есть это очевидный, конкретный ответ Соединенных Штатов Америки после соответствующих предупреждений, которые американцы сделали российской стороне. То есть летали, летаем и летать будем. И даже дальше. То есть Риппер он не заходил в РПИ Симферополя, этот зашел. Риппер не подходил так близко к Сочи, где находится резиденция Путина, как известно, Новороссийску, крупнейший российский порт и база на Черном море.
не подходил так близко, как подошел Global Hawk. Ну и будем посмотреть, что будет делать российская сторона. Пока, значит, никакой реакции не было. Практически одновременно, помните, я вам рассказывал пару дней назад о том, как Б-52, американский бомбардировщик, поднялся с базы в Польше, затем долетел до Готланда, это остров в Балтийском море, то есть на расстоянии до 200 километров до Санкт-Петербурга. Затем имитировал или отработал нанесение удара ракетного, развернулся резко и ушел обратно, по-моему, в конечный пункт Испании. Так вот, в конце прошлой недели второй подряд, практически демонстративный полет. На этот раз Б-52 прилетел откуда-то из севера. По-моему, он где-то вылетел из территории Великобритании. И опять примерно то же самое. Очень близко подошел к Калининграду. Причем наблюдатели, которые фиксировали этот полет, отмечали, что он шел достаточно на небольшой высоте, не выключал транспордеры, то есть это был демонстративный полет. Это было то, что называется демонстрация силы. Развернулся и ушел обратно. Ну и, наконец, третий шаг, который предприняли американцы после этого инцидента с Рипером, они объявили о строительстве натовской базы на территории дополнительной. Об этом раньше разговора не было. Строительстве новой американской или открытии новой американской базы на территории Польши, близ границ с Украиной. Но российская сторона пока молчит тряпочкой. Значит, Путин на все это, включая выдачу ордера на его арест, ответил неожиданным блиц-визитом ночью, как вор, в Мариуполь. И интересно по поводу этого, и в связи с этим, визитом мне прислали мои украинские друзья фотографию о визите в 1941 году Гитлера в тот же самый Мариуполь с напоминанием, чем это все закончилось. Очень хочется надеяться, что и для Путлера все это закончится так, как в свое время это закончилось для его духовного отца. Нас ожидает веселый вторник, когда предполагается, на Трампа могут быть, то есть он будет скорее всего арестован, он уже сам визжит об этом, на него наденут наручники и с него возьмут отпечатки пальцев. Это должно произойти в здании суда в Нью-Йорке. Дело по финансовым махинациям, связанным с выплатой 130 тысяч долларов даме, назовем ее так, под именем Сторми Дэниелс. Я бы так литературно перевел это как «Знойная Дэниелс». Это порнозвезда, с которой Трамп до его избрания, незадолго до его избрания в 2016 году президентом Соединенных Штатов, нарушал те самые консервативные ценности, которые он во время предвыборной кампании клялся защищать от супостатов-демократов, которые их втаптывают в грязь. И оказалось, что сам шалун оказался. Ну и знойная Дэниелс обещала об этом все рассказать, для того, чтобы закрыть ей рот. Ближайший помощник, адвокат Коэн Трампа был послан к ней с чеком на 130 тысяч долларов. Но эту сумму списали, по-моему, из фондов, выделенных или собранных на предвыборную кампанию. Это серьезное преступление по американским законам. Никуда от этого не денешься. Ну и телекомпания Fox показала репортаж вчера, согласно которому правоохранительные органы уже обсуждают вопрос, как они будут одевать наручники, как они будут брать отпечатки пальцев. В этой связи Донни
разразился истерикой. У него есть своя собственная платформа в пабликах. Вот там он разразился истерикой, которой фактически он призвал народ выйти на улицы, то есть к бунту. Он призвал толпу, это называется моб на американском сленге, это неуправляемая толпа погромщиков, примерно то же самое, что произошло 6 августа. То есть еще не успокоилась территория, не закончилась история 6 августом, как Дони приглашает толпу своих наиболее отмороженных сторонников опять выйти для того, чтобы защитить и чтобы он не попал в тюрьму. В этой связи, помимо всего прочего, он, в частности, заявил следующее. Я его процитирую, потому что это касается нас, касается Украины, России. Итак, проясняется позиция Дони, который очень надеется, что он может стать следующим президентом США. Цитирую, это его видеозапись. «Мы должны переоценить свое отношение к НАТО, его цели и миссии, потому что продолжаются попытки со стороны НАТО, полагается, втянуть мир в конфликт с вооруженной ядерным оружием России, основываясь на лжи, что Россия представляет для нас самую большую угрозу». Это ложь, господа, оказывается, несмотря на все угрозы Путина применить ядерное оружие. Самая большая угроза для западной цивилизации сегодня – это не Россия. Это, вероятно, больше, чем что-либо другое. Это мы сами. Мы сами. Американцы, украинцы, да и вообще все остальные люди. Вот угроза, для всеобщего мира. И некоторые из тех ужасных ненавистников США, которые представляют нас дома, в Америке. Кто же это ненавистники США? Это Государственный департамент, это военная бюрократия, разведывательные службы и все остальные государственные учреждения США, они должны быть закрыты, коренным образом переформатированы и открыты заново. То есть мы должны уволить глубоких представителей Deep State и поставить Америку на первое место. Короче говоря, вот так, если это все разобрать, это призыв к свержению существующего строя силовыми методами. Он же толпу вызывает на улицу, да? Для того, чтобы все это к чертовой матери разрушить, государственное учреждение, которое ему кажется Deep State, и поставить America First. Что такое America First, одному Богу известно, но Россия – это не враг, это Путин, надо полагать, по-прежнему его друг. Вот вам позиция человека, я как каждый раз, то есть он себя, чем ближе к президентским выборам, он будет себя проявлять больше и больше, потому что он находится тоже в отчаянном положении, как и Путин. Ему чертовски необходимо переизбраться для того, чтобы обеспечить себе иммунитет, во всяком случае, на время пребывания на должности президентской, если это будет. И для этого ему нужна помощь. Помощь Путина в финансировании, в распространении дезинформации. В общем, должно произойти что-то такое, как 16-й год, когда Россия всячески помогала ему. И помогла, в конце концов. Есть ли у него шанс? Теоретически да. То есть то, что даже если против него будет объявлен индайтмент, или ему предъявят обвинение в уголовных преступлениях, теоретически это не будет препятствовать ему баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Потому что, согласно американской конституции, судимость, даже судимость, не является препятствием. Там этого просто не написано. И был даже случай, когда человек, который совершил и был по суду осужден за совершение тяжкого преступления, он баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, естественно, пролетел.
Но, тем не менее, выдвижение уголовного обвинения в уголовном преступлении в Соединенных Штатах – это сильный удар по репутации, очень сильный. Здесь по приколу, Трампа в 2016 году оголтело избрали. Думаю, два раза подряд по приколу, тем более после его всех этих заявлений, его изберут вряд ли. Это он так вот отчаянно барахтается в воде, пытаясь ухватиться за последнюю соломинку. Последнее сообщение средств массовой информации свидетельствует о том, что доноры не спешат, финансовые доноры, не спешат финансировать его предвыборную кампанию. То есть вот эти вопли, призывы фактически к мятежу остаются его, и надежды на Путина остаются его, так сказать, двумя соломинками, на которые он может рассчитывать. А тем временем, вот это Трамп-медиа, через которое он обращается к народу с вот этими призывами, сама попала под расследование, эта организация. То есть я вам напомню, что когда его изгнали из Твиттера, он основал Трамп-медиа, собрал там деньги со всех сторон, сам своих личных денег не вложил ни копейки, но 90% доходов, ежели они там будут, они будут принадлежать ему. Надо уметь быть таким ушлым бизнесменом. Так вот, значит, нью-йоркские прокуроры, следователи, рассматривая финансовые дела этой организации, нашли два чека. Один на $2 миллиона, другой на 6 миллионов, то есть всего 8 миллионов долларов. И оказалось, что эти чеки пришли там от одной какой-то Family Trust компании, они прошли через Paxum Bank, где-то находящийся в офшорах, и все это в конечном счете связано с неким Смирновым, господином Смирновым, по-моему, он Александр Смирнов, который сейчас возглавляет Росморпорт. Ранее он работал заместителем министра юстиции России, а еще до этого, в ходе 2 первых сроков Путина, он работал в администрации президента. То есть считается, что этот банк связан с официальными представителями российского правительства. То есть опять начинается то же самое, что было накануне 2016 года. Уже Москва вливает, судя по вот этим подозрениям, судя по этим чекам, уже вливает в него деньги. Ну и куда, как вы видите? Опять то же самое. Паблики, то есть то, где можно будет распространять протрамповскую пропаганду силами России и российской агентуры в Соединенных Штатах Америки. Еще такая пикантная деталь, что этот Paxum Bank, он известен связями, вернее, не связями, он давно настойчиво подозревался в отмывании денег секс- и порноиндустрии по всему миру. А секс- и порноиндустрия во всем мире и те каналы, через которые идут ее расчеты, транзакции, традиционно рассматривается как одно из мест, источников, каналов, через которые происходит отмывание грязных преступных денег. То есть вот Трамп-медиа уже попадает под это расследование. Отмывание денег, не просто российских денег, связанных с Россией, а связанных еще с преступным бизнесом. Но я могу сказать еще вот что, так сказать, для своих зрителей, так сказать, эксклюзивную информацию. В свое время, я думаю, время настанет, то есть важно все делать в нужный момент. Я опубликую информацию, то есть в нужных ведомствах и инстанциях, которым нужно это знать, эта информация уже имеется достаточно давно. Но я сделаю ее публичным. Информация о том, как через трамповские проекты отмывались
действительно, то есть не просто там речь шла не просто о путанах, которых вывозили, которые сами выезжали при помощи организованной преступности с территории бывшего Советского Союза, в том числе из Украины, подчеркиваю. Но там происходило то, что называется торговля людьми. То есть молодых украинок вывозили в промышленных, я бы сказал, масштабах, все было организовано, распределяли их за деньги в борделях Эмиратов, других стран Персидского залива, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Вся цепочка прослежена, вплоть до тех буквально номеров машин, которые на которых их перевозили, все маршруты, полеты самолетов, рейсы, на которых их перевозили, люди, которые этим делом занимались. И что самое пикантное, значит, все это брало в качестве начального пункта. Значит, была такая конторка, создана в Киеве, которая снимала с этого дела саму пенку, которая была основана одним из приближенных к Кремлю людей, который орудовал в то время в Украине. Я вам вот все это расскажу, как это все делалось, а потом деньги эти, да, вот этот поток, торговля людьми, то есть в данном случае женщинами, молодыми женщинами, девушками из Украины, она была частью более мощного потока, который входил в империю, криминальную империю Семена Могилевича, и таким образом она имела такой международный масштаб. Повторяю, бабло в конечном счете отмывалось через проекты Трампа. Все это задокументировано. И хотел бы пару цитат. Вы знаете, я захожу на пометы соловьиные, 6-я палата, проверить маршрут, то есть проверить температуру. Не удержусь. Это надо, конечно, смаковать. В последнее время я переменил. Раньше я смотрел там какие-то комедии иногда. Сейчас я иногда, вот когда плохое настроение, захожу на соловьиный помет для поднятия настроения. Ну, тут просто нужно уметь читать, что они говорят и что это значит. Итак, соловьиный помет сейчас, сегодня, 2-й год войны. Один из представителей, обитателей соловьиного помета глаголит, цитата: «Государству, то есть России, нужно поднять ВПК. Государству нужно обеспечить необходимое количество дронов. Государству нужно производить миллионы единиц стрелкового оружия. Это нужно для выживания. Когда в организме происходит проблема, тогда плевать на все остальное. Мы мобилизуем все свои силы для выживания». Но тут можно смаковать каждое предложение, каждое слово. О чем они думали, эти дебилы? Ну, самый главный дебил, да, известный в свое время в Комитете госбезопасности под погонялом «Окурок» или «Бледная моль». О чем он думал, когда затевал эту агрессию? Теперь, значит, они думают, орки думают о выживании после начала победоносной битвы, в результате которых они хотели распространить этот так называемый русский мир, желательно подальше от российских границ. Это должно быть триумфом. И вот теперь они оказались у разбитого корыта. Проблема выживания. И что до этого нужно? Нужно поднять ВПК, нужно обеспечить, нужно. Вопрос: а где деньги, Зин? Чем ты все это делать будешь? Денег-то нету, не будет это всего. При Путине промышленность была уничтожена. Производились вооружения, как для бутиков, одежда в единичных количествах. Деньги разворовывались, все ушло на понты. А теперь вот это все нужно. Ну где же его взять, Вася? Не будет этого всего. Не будет. Так и останется. То есть это
Ну, жалко мне сравнивать «Плач Ярославны», да, это все-таки красивая такая то ли легенда, то ли история, а это нытья орка. Нытья орка. Жизнь поломатая, все пропало, все нужно, а где же его взять? Второе высказывание. Это принадлежит уже человеку, который закончил военное училище в Советском Союзе. Он был офицером, сейчас он, то есть советской армии. Насчет российской не знаю, служил он или нет. Он является, ну, среди них он чуть ли не такой объективный эксперт, военный корреспондент, один из тех, он патриот, но не идиот, вот скажем так, если это возможно, да, в нынешних условиях Мордора. И вот он говорит, цитата, «Вместо офицеров накануне российской агрессии в Украину». Они же готовили офицеров помимо производства вооружений. Так вот, цитата, «Вместо офицеров мы подготовили быдляк. Перед нами», это он имеет в виду нынешнее состояние российской армии в Украине, «перед нами итог 5-летней подготовки офицеров, который свидетельствует о том, что вместо офицеров мы подготовили быдляк». Кавычки закрываются. И так она, господа, и есть. Это не просто отмороженные орки, это не просто подонки и военные преступники. То есть не просто орки, это быдло-масса, по свидетельству самих же российских пропагандистов. И вот если это, я вот думаю, вот это заявление, это ответ на предыдущую вот цитату, которую он делал, что им нужно для того, чтобы выжить. То есть они собрались с быдляком вот это все поднять и все это выиграть. По-моему, этих людей или не людей, по-моему, их дело полностью обречено на полный провал. Вот, господа, какой у нас ныне текущий момент. Самое главное событие, безусловно, это предстоящий визит Си Цзиньпина. Пока все свидетельствует о том, что наш предварительный анализ по поводу того, что там может произойти и будет ли получена Путиным так отчаянно необходимая ему помощь. Пока даже согласно китайским и нормальным, еще не замыленным пропагандой российским китаеведам, пока все сводится к тому, что мы с вами были на правильном пути, но, тем не менее, следим за дальнейшими событиями, я буду держать вас в курсе дела. А пока, дорогие друзья, позвольте на этом закончить это видео сегодняшнее. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами, и Мордор, населенный быдляками, будет разрушен, как раньше был разрушен Карфаген. А вам, друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!